Представьте, вы один в лесу, сумерки сгущаются, и вдруг вы понимаете, вы заблудились. Мальчик шел по тропинке, наслаждаясь прогулкой, но деревья вокруг становились все более темными и угрожающими. Вдруг из тени раздается низкий, зловещий вой, и он чувствует, что не один. Стая волков медленно выходит на поляну, глаза сверкают в темноте. Кажется, что выхода нет, а сердце колотится как бешеное. Он пытается убежать, но волки уже окружают его. Что же будет дальше? Остановится ли ужас, или это конец? И тогда, из ниоткуда, раздается свист, и появляется фигура, которая может спасти его. Снег хрустел под ногами, а мороз пробирал до костей. Мальчик шел по лесной тропинке, увлеченный блестящими на солнце сосновыми шишками, и даже не заметил, как свернул с привычного пути. Родители говорили не уходить далеко, но любопытство оказалось сильнее. Он хотел увидеть, как зимний лес сверкает на закате, и углубился все дальше, пока деревья вокруг не стали угрюмо нависать, а тропинка почти исчезла под снегом. Сначала было тихо, только ветер играл со снежными кронами. Но потом раздался низкий, долгий вой, такой, что заставлял кровь стынуть в жилах. Мальчик замер, сердце колотилось как бешеное. Сначала ему показалось, что это ветер, но затем из-за деревьев показались глаза, сверкающие в сумерках. Волки. Их было больше, чем он мог посчитать. Он попытался убежать, но снег мешал, ноги вязли, дыхание срывалось в морозный воздух. Стая медленно окружала его, будто выбирая момент для атаки. Кажется, каждый шаг был последним. Страх сжимал грудь так, что невозможно было вдохнуть. И тогда раздался свист, резкий, уверенный, как команда, которой нельзя ослушаться. Из-за деревьев появился егерь, высокий, в теплой меховой куртке, с ружьем на плече и свистком, с которым он точно знал, что делать. Волки замерли. Они учуяли чужую силу, почуяли угрозу и медленно, с настороженной осторожностью, начали отступать. «Не двигайся», — сказал егерь спокойным, но твердым голосом. Мальчик ощутил, как дрожь в теле постепенно отступает, но страх еще держался, как ледяной коготь. Егерь подошел ближе, проверил, что вокруг тихо, и мягко обнял мальчика, успокаивая. «Как ты заблудился?» — спросил он. Мальчик еле выговорил, что просто хотел прогуляться и собрать шишек, но свернул с тропинки. Егерь кивнул, понял, что опасность миновала, и аккуратно поднял его на плечи. Каждый шаг по снегу казался вечностью, но мальчик чувствовал, что теперь он в безопасности. Через несколько минут они вышли на знакомую дорогу, где уже стояли родители, отчаянно оглядываясь. Мать расплакалась от облегчения, отец крепко обнял сына, а мальчик ощутил впервые, что значит быть по-настоящему защищенным. Егерь улыбнулся и сказал: «Лес красив, особенно зимой, но он всегда требует уважения. Сегодня тебе просто повезло». И хотя день закончился, мальчик навсегда запомнил этот зимний лес, как страх и холод могли парализовать, как опасность таится в каждом шорохе, и как важно ценить тех, кто умеет спасти тебя, когда кажется, что выхода нет.